Всех приветствую на моем канале, здравствуйте! А у нас сегодня шарлотка, пирог с яблоками, и я еще добавила одну грушу. Получилась вот такая вот красота. Он у меня получился невысокий, но очень вкусный и ароматный. Буду очень благодарна за лайк и подписочку. Приятнейшего вам просмотра! Ну, а нам сегодня понадобится мука, сахар, 3 яйца, довольно-таки крупных, 2 яблочка, 1 груша, ванильный сахар, разрыхлитель, а также посыпка. У меня вот такая вот шоколадная, но это не обязательно. А также груша, тоже не обязательно. Можете грушу заменить на еще одно яблочко. Но я сегодня решила проэкспериментировать и добавить к яблочку еще грушу. И яйца у меня вот такого размера. Это у нас самые большие яйца. Они уже помытые, чистые. Ну что, давайте начнем приготовление вкуснейшего пирога. Поехали! В чашу отправляем 3 яйца. Добавляем сахар. И щепотку соли. Ну а теперь с помощью миксера все нужно будет взблендерить аккуратненько. Примерно минутки 3-4. Поехали. Масса понемногу увеличивается. Так должно быть. Взбиваем сначала на маленьких оборотах, потом увеличиваем. Так, масса увеличилась. Я добавляю ванильный сахар. Точное количество всех ингредиентов, добавленные мною, будут в описании под видео. Так, взбиваем еще немножко, примерно минутки 2. Посмотрите, какое красивое тесто получилось. Все, теперь миксер убираем, он нам больше не понадобится. Миксер меняем на лопатку. Посмотрите, вот так вот. Сахар практически растворился. Красивое тесто. Затем берем муку и просеиваем наше тесто постепенно. А также в муку я добавляю разрыхлитель. Так, и все просеиваем. Очень аккуратно, с любовью вмешиваем муку в тесто. Желательно использовать либо силиконовую лопатку, либо деревянную ложечку. Вот так. Муку я просеиваю обязательно. Ну вот. Все хорошенечко вмешиваем. Вот, наше тесто полностью готово. Посмотрите, какое оно пушистое, сколько много пузырьков. Так должно быть. Займемся яблоками и грушей. Я уже почистила яблоки и грушу. Хотите, можете не чистить. Это по желанию. Но я все-таки почищу. Отрезаю попки и нарезаем наши фрукты. Как вы нарежете их, это не важно. Я буду нарезать вот так, тоненькими дольками. Выпекать я буду вот в противне. Уже застелила дно пергаментом. И кладем на дно грушу и яблоки. Прямо отправляем все вот так.
Все разравниваем. Духовка уже должна быть разогрета на 180 градусов. В холодную духовку пирог не отправляйте. Какая прелесть! Вот так. А также у меня есть вот такая вот посыпка. Я ее хочу посыпать на яблочки. Но опять-таки, это не обязательно. Хотите, можете присыпать корицей. Вот, какая красота. Заливаем все тестом. Посмотрите, какое прекрасное тесто. Воздушное. Сказка. Просто прелесть, а не тесто. Так. Немножечко вот так вот разровняем, чтобы тесто везде попало. Красота! Теперь с любовью наш пирог отправляем в духовку на 180 градусов, ну, примерно на 30-20 минут. Смотрите по вашей духовке. Проверяем готовность пирога деревянной палочкой. Все. Ну что, ребятки, посмотрите, хочу вам показать. Вот у меня вот такой пирожок получился. Прошло уже примерно часа 3, он у меня снизу горячий, но верхушечка, в принципе, уже остыла. Хочу вам показать, как я его снимаю. Вот я его так переворачиваю, убираем вниз и снимаем бумажку для выпекания. Вот все наши яблоки, груши. Убираем, берем тарелочку, и я его перекладываю. Вот такая вот прелесть. Сейчас нужно посыпать, по желанию, сахарной пудрой. Немножечко посыпем пудрочкой. И можем нарезать. Ну что, режем. Ой, какой он получился нежный внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Класс! Смотрим. Вот. Не смотрите, что у нас корочка так потрескалась слегка. Тем не менее, он получился очень воздушный. Посмотрите, низ яблоки и груша. Пахнет очень вкусно. Ароматный. Обалдеть. Вот он такой. Он как губка. Очень вкусненький. Вот такая вот прелесть. Ребята, точное количество всех ингредиентов будет в описании под видео. Обязательно заглядывайте. Готовьте. Рецепт проверенный. Я его готовлю уже не первый раз. Пирог получается очень сытный, нежный. К кофейку и к чайку. Порадуйте себя и своих близких. Огромное спасибо за лайк и подписочку. До скорых встреч. Всем пока.